Всем привет! Мне сегодня спонсоры из далекой-далекой Америки прислали вот такую вещь. Система ночного видения, ассистент для водителя. Открываем. В коробке, значит, находится подложечка. Это для установки самого прибора. Подставка, присоска на стекло, инструкция, провода для зарядки, длинные провода для питания, прикуриватель, отверточка и сам прибор в такой вот поролоновой защите. Тут находится довольно крутая камера в 1080p компании LaModa. По объективу видно, там вы видите, что у нее довольно широкий угол поля зрения, то есть зрачок большой, грубо говоря, да, диафрагма гораздо больше, чем у тех же экшн камер недорогих. Ну и вот такой, собственно, экран. Сейчас мы его будем устанавливать. Ее еще можно устанавливать на вот эту вот прищепку. Закрепляем ее. Оп. Сняв вот эту большую подставку, мы вешаем сюда систему ночного видения. Она будет висеть у нас примерно вот так вот. В принципе, довольно удобно будет, чтобы не мешать основному зеркалу. Прилипучая, однако, она лепится вообще, как будто там какой-то суперсиликон. Видите, да, как он отлеплялся с трудом. Надо было мне камеру на лоб взять. Что здесь даже защитная вот такая вот пленочка есть. Потому что очень липкая липучка. По сравнению с теми липучками, которыми мы пользуемся. Прищепку пока мы отлепим. Потом позже сюда ее снова прилепим. Ух ты, это тоже крепко как сидит, а! Офигеть! Вау! Ну тут тоже добрая. Пленку я снял. Тут тоже, видите, очень липкая такая вот поверхность, которая, я думаю, лепится на ура хоть куда. И все, и она здесь должна держаться крепко. То есть как прилипуха такая большая. И сюда уже вставляем вот эту вот саму систему. Она вот так вот сюда вставляется в пазы вот эти вот и стоит довольно плотно. Здесь наверху есть клавиши управления. Штекер для подсоединения. Вот этот 8-контактный штекер соединяется потом вот с этим вот штекером и идет через переходник на длинном проводе, идет прикуриватель. Соединяем. Питание в прикуриватель. Оп, нажимаем кнопочку питания, и она загорелась красным цветом у нас. Включилась система. Какую ошибку сделал? Поставив сюда, у меня, собственно, здесь не видно, что здесь находится, да? Поэтому мы должны устанавливать вот сюда, вот где у нас будет находиться камера. Она же как раз собаку тащит. Или собака его тащит. Ну, в общем, она должна находиться в поле зрения у нас. Сейчас я ее размещу по-другому. Закручиваем сюда вот этот вот коннектор. Закручиваем и устанавливаем ее на вот этот держатель. Мне пришлось устанавливать ее на стекло, потому что здесь вследствие конструкции вот этой панели у меня здесь вот это вот расстояние, оно не дает камере направлять туда вид. Потому что панель вот такая в Honda 5D, интересная, в Honda Civic 5D. Я установил ее, в общем, на стекло. Здесь крепление, оно затягивается, там тоже затягивается. Таким образом, она у нас может регулироваться, да. Можно ее вот так вот поворачивать, если что-то надо посмотреть. Можно поворачивать по вертикали. Вид у нас идет туда, поэтому мы оставляем ее вот в таком положении. Всем привет. Включаем. Ну, вот эту вот гаечку я лично отвернул отсюда, от которой там была. Мы можем ее поднастроить примерно по положению машины, как она едет. То есть разница по изображению, как вон там девушка идет, да, и как здесь, вы уже примерно понимаете, да, о чем речь. Но она, тем не менее, регулирует разность изображения в зависимости от использования днем. То есть она не засвечивает экран, то есть грамотно. Сейчас, да, получается, у нас засветки экрана нету, хотя прибор ночного видения, и он должен засвечивать именно экран, потому что он должен сильную разницу создавать. Но он выравнивает разницу и показывает в приемлемой форме, в приемлемом изображении яркость кадра по сравнению с той разницей, которую он должен давать. Ну, сказал, аж сам запутался. Ну, в общем, вы поняли примерно. То есть он засветки на экране нет, хотя это прибор ночного видения. У него поле зрения примерно начинается с расстояния капота. Когда щетки ходят, они ходят здесь на экране неровно. И изображение такое мутное щеток. То есть у него поле зрения начинается примерно вон там, где находится трава. Она уже резкая. Прокатимся маленько с прибором. Посмотрим, как он работает при заходящем солнце. Потом посмотрим в сумерках, посмотрим ночью, посмотрим с фарами, без фар, с дальним, с ближним. В общем, во всех режимах. Единственное, дождя сегодня нету. Но потом мы сделаем еще и тест в дождь.
Система, ребята, не дешевая. Стоимость у нее в районе $500. Ну, посмотрим сейчас, что она может. И чтобы не занимать вот этот прикуриватель, да, можно еще подключиться вот такой вот фишечкой через разъем, через скан-разъем. Сидит оно довольно крепко, потому что здесь присоска такая липкая, у нее такой мягкий, там прямо липкий синтетик, что она вообще прямо крепко, очень крепко сидит. Здесь изображение 1080p, но оно вытянутое получается, вытянутое, потому что растягивается на весь экран, на ширину экрана. Тестируем. Я специально не стал одевать камеру на голову, потому что так мне пришлось бы наклоняться, чтобы снимать более-менее крупно. А так камера у меня находится в 30 сантиметрах примерно от системы, поэтому все видно. Ну, естественно, единственное, вот мне не очень пока нравится, что такие смешные машинки получаются, вытянутые, широкие. Здесь вот у нас, как в сумерках, машины уже включили фары, солнце зашло, идут пешеходы, их, ну, еще видно нормально. А вот здесь вот их видно уже вообще очень хорошо, как днем, да? То есть видно пешеходов вообще отлично. Вот еще вот пешеходы, видите, их видно недостаточно хорошо уже. А здесь видно вообще как днем, все замечательно. То есть видно вообще классно. Ну, мне пока очень нравится, в принципе ништяк. Тем более бесплатно, да? Мне прислали спонсоры, допустим, по ночному Омску, да, там по стритам, трекрейсингу или по лесу. Тут вообще классно. Но она еще регулирует изображение. Ох, финик какой быстрый. Держит нормальный баланс, то есть чтобы была приемлемая разница для зрителя, для водителя. Сейчас я еще стекло вытру, а то вот эти полосы, их очень сильно видно. Это у нас получается тест на закате. Посмотрите, как здесь плохо видно пешеходов, да, было, и как их видно хорошо здесь. Вот видите, идет человек, идет пешеход, специально остановился, как его не очень хорошо видно, как его хорошо видно здесь, вообще отлично. Пока я видел большой-большой плюс в пешеходах, что их плохо видно здесь и очень хорошо видно здесь на этой камере. Тест на закате прошел хорошо, мне понравилось. Видно все офигенно. И что немаловажно, цветное изображение. То есть не черное-белое, как в других приборах ночного видения, а именно цветное. Вот, ребята, смотрите разницу, сколько здесь все показано четко. Я даже удивлен. Сейчас попробуем включить фары. Вот я включил ближний свет фар. Вот я включил дальний свет фар. Стало здесь, конечно, лучше видно в сумерках на закате. Здесь при включении дальнего ближнего изображение меняется вот так вот. Ну вот, потемнело еще через 30 минут после захода солнца. А теперь посмотрите, да, ребят, какая офигенная разница в восприятии и в изображении. Вот там идет человек, вот он зашел, вот его вот так вот видно хорошо. А здесь он идет вот так вот в неосвещенном поле. Так, поехали тестировать после заката. Включаем фары. У нас здесь видимость вот такая, а здесь видимость вот такая. Вообще, офигенно. Приятное изображение. Я ничего не рекламирую, я просто испытываю систему ночного видения. Мне прислали, повторяю, спонсоры, прислали для меня бесплатно. Будем ездить и испытывать, как она работает. Видите, насколько плохо здесь человека видно в фарах, да? Насколько хорошо здесь его видно. Это я еду с ближним светом фар. Вот такая большая разница между вот этим изображением и вот этим. Офигеть. Вот опять же тест пешеходов. Пешеходов вот здесь вот ни хрена толком не видно. А вот здесь вот видно очень хорошо. Да жидкость какая-то сегодня, омывайка. Она прямо какой-то налет оставляет масляный. Что за омывайка такая? Через налет на стекле видно. Вот и посмотрите разницу, да. Номера здесь практически тяжело рассмотреть. Здесь все четко. Номера. Можно повернуть сюда. Офигеть. Ну, дела. Смотришь, цветной. Ага. И все вообще видно очень хорошо. Единственное, изображение вытягивает, но сейчас посмотришь, как на дороге все это выглядит. Сейчас как раз стемнело. Это я в ближнем светом фар еду. Как будто дальний. Как будто днем едешь, да, все. Единственное, вот у меня стекло помыто вот этой мойкой.
ну, раствором, не замерзайкой. Она какой-то след прямо оставляет, как непонятно, ну, вязкий какой-то. И вот из-за вот эти размывы из-за нее. Сейчас стекло, по-моему, нормально, и вот этих лучей не будет. Ну, разница, видишь, да? То есть, Существенно ну, вообще. разница существенная. Единственное, со стеклом у меня проблема с умывайкой. На мойку поеду, его отмоем. Чтобы разводов не было вот этих. Это именно в камере фишка, да, такая? Вот пешеход идет вот так вот, и как здесь его хорошо видно, насколько, да? По сравнению с тем, как на улице. То есть мне вот понравилось насчет видимости пешеходов, вообще идеально просто. То есть едешь, не переживаешь, что ты кого-то не увидишь. Прикольно, да. Освещенная улица, а вот там вот неосвещенный участок. Я вот сейчас специально на неосвещенном участке выключаю фары, вообще выключаю, то есть фар нет. А здесь все равно видно все, смотрите, как... Ну да, вообще темно. То есть мы едем, там не видно ничего, фактически. Сейчас вообще не поймут машины, как он едет. А здесь мы видим, в принципе, видим асфальт, видим... А вот когда освещенные уже фонари, получается, можно ездить и без фар вообще, правильно, да? Ну да. То есть мы проехали пешеходник, я здесь ничего не видел, а здесь я видел, Ну что да. никого нету на нем. Прикольно. Необычная штука вообще. И изображение, самое интересное, цветное. Да? Обычно же это черно-белое, Ну да. такие в системах ночного видения. А здесь цветное изображение. И получается интересно. Мы едем, ребята, без фар. Вообще без фар. Проезжаем пешеходный переход без фар. Здесь мы не видим ни хрена. Да, людей вообще не видно. Людей не видно. Было бы, если А бы- вот здесь мы людей видим уже. Вон они идут на пешеходнике. Вот так Магия. вот. Магия, да. Включили фары, стало видно еще гораздо лучше. Потому что освещение асфальта появилось. Ну как тебе? Понравилось? Круто, круто. Полезно. Полезная штука, да, полезная реально. Единственное, дорогая. Ладно, давай. Всё. Я поехал дальше. Спасибо за тест. Вот такая существенная разница в освещении получается. Как вспомогательный экран, это отличная вещь, я считаю. Очень хорошо видно пешеходов, препятствия на дороге, машины не освещенные, да, к примеру, когда ты едешь в плохом освещении. Потом в следующей серии будем испытывать ее в дождь, в сумерках, днем в дождь, в плохом освещении и ночью в дождь. Позиционируется она у производителя как вспомогательный ассистент прибор ночного видения. Если ее поставить, к примеру, не здесь, а вот здесь перед собой, что вполне можно сделать, да? Если только не на вот такой системе, а вот сюда вот установить перед машиной на подставку, то будешь ехать и видеть вот так вот все. Она у тебя будет перед глазами, будет очень удобно смотреть. Я ничего не рекламирую, как бы, мне прислали спонсоры, я еду и испытываю. Убеждать, купить кого-то этой систему не собираюсь, мне вот так вот повезло, я ей буду пользоваться. Сейчас въезжаем полностью в неосвещенную зону, вообще без фонарей, без всяких. Сейчас у меня ближний свет включен, выключаю, это противотуманки у меня включены. Вот такая вот разница при освещении на противотуманках. Сейчас выключаю совсем. Вот она, повысилась резко яркость. Здесь я уже боюсь ехать, потому что здесь машины стоят, здесь не видно ни хера. А вот здесь вот, если сюда смотреть, то видно, в общем-то, все, да. И можно спокойно двигаться полностью без фар, вообще полностью без фар. Вот видите, здесь не видно, что стоит машина, а вот здесь вот видно, что она стоит. И мы ее, в принципе, спокойно объезжаем. Можно двигаться без фар вообще. Да, полностью, когда нет света, получается некоторая рябь здесь в цветном изображении, но на просмотр это не мешает. Для просмотра это не мешает. Подъехали к моечке. Есть здесь внизу кнопки управления. И вот здесь есть режим черно-белого изображения. Черно-белое переключается в цветное.
То есть, если вам не нравится небольшая вот такая цветная рябь, когда в совсем условиях низкого освещения, ну, здесь не видно сейчас, потому что нормально, вы можете переключиться в режим черно-белого изображения. Это зеркальное отображение. Вверх ногами с приворотом. Это обычное изображение. То есть, можно изображение вращать. Сигнал задней камеры. С камеры заднего вида можно подключить. С обычной. Машину помыли, едем домой. Сейчас уже наступила практически ночь. Время 10 часов вечера, без 10:10. Сейчас у нас включены только противотуманки. Изображение на экране вот такое. То есть вот, ребята, неосвещенный участок дороги. Впереди там дальше небольшие фонари. Здесь включены противотуманки. Выключаем противотуманки. Совсем выключаем. Здесь даже человека вон там видно. А здесь не видно ни хера вообще. И я еду просто сейчас по вот этому прибору ночного видения. Рулю, так сказать. Здесь я не вижу ничего. Вот у меня лобовое стекло. Вот приборы, видите, да? Не вижу ничего. И вот сейчас вот в условиях не вижу ничего, я еду и доезжаю. Вот Mitsubishi L200 стоит, по-моему. Там человек сзади в багажнике копошится. Включил ему задний свет. К нему подъезжаем. Он стоит. Поворачиваем камеру. Даже его видно в салоне. Он стоит, вот, видите. Видно. Я могу все посмотреть вот таким образом. Едем дальше по приборам. В натуре едем по приборам. Прикольно, прикольно. Выезжаем на освещенный участок дороги. Так, для безопасности включили противотуманки. Едем на противотуманках и включаем еще ближний свет. И вот так вот здесь все видно. Интересная штука. Стекло сейчас чистое. Специально съездил на мойку, помыли машинку. Еду на Honda Civic 5D. Дорога здесь херовая. Вот. Единственное, вытянутое изображение, но к нему быстро привыкаешь. Зато сохраняется широкое поле зрения. По факту присутствия на дороге. Да? Система регулирует насыщенность и контраст изображения, освещенность на приборе, чтобы не было засветки. Все видно хорошо, без засветки. Без излишней засветки, так скажем правильно. Так, выключаем ближний свет, остаемся на противотуманках, чтобы было функционально больше понятно. Подъезжаем к пешеходнику. Пешеходники, все чисто, никого нет. Я уже, кстати, больше сюда смотрю, чем вот реально на дорогу. Я смотрю больше на прибор и ему больше доверяю, потому что здесь плохо видно реально с туманками, без фар. Спокойно еду, честно говорю, спокойно еду по вот этой системе. Пешеходный переход. Вот видите, пешехода не видно совсем практически, а здесь вон как хорошо его видно. Гораздо лучше, чем в лобовом стекле. Это первое мое обзорное видео по вот этому прибору, по этой системе. Сейчас войдем в обычный режим, то есть просто включим и туманки, и ближний свет. Вот ближний свет, вот изображение. Сравнивайте, оценивайте. Снимаю сразу и лобовое, и систему. Люди, да, видно здесь, видно вот здесь вот так вот. Очень хорошо видно людей. Но что самое главное, для безопасности, очень хорошо видно пешеходники, уже повторяюсь. Очень хорошо видно другие машины, людей, собак на дороге видно прекрасно. Здесь не освещенная зона, видите, фонарей нет вообще. Свет только от фар автомобиля. Включаем дальний. На дальнем видно даже пешеходов, которые идут вдалеке, хотя я их не вижу все равно вот так вот на лобовом стекле. А в приборе вижу, я даже камеру уже смещаю на прибор полностью, чтобы, потому что на нем лучше видно, реально лучше, чем через лобовое стекло, гораздо лучше, гораздо. Так, освещенный пешеходный переход. Смотрим разницу, стоим на переходе.
Вот идут здесь люди. У меня ближний свет включен. Вот так они здесь. Так вот здесь видим мы их на приборе. Прекрасно. Вообще прекрасно. Хороший подарок из Америки. Мне нравится. Нахваливать специально не буду. Показываю все как есть. Сегодня тестируем первый раз. Так сказать, отчетное видео. Спасибо, ребята, за подарок из Америки. Спасибо большое. Спасибо, что смотрели. Потом поставлю его в Субарик и будем тестировать еще на Subaru. Не, ну реально разница между ближним цветом фар и изображением просто фантастика. Вообще видно машины даже вдалеке. То есть там и плохо видно. А здесь видно хорошо вообще. Просто колоссальная разница. Но если уж только на габаритах, разница вообще просто очевидна, да? Офигеть.